Всем привет, меня зовут Иван Карпухин, и это мое новое видео о моей поездке в Нью-Йорк. На самом деле, очень давно не выходило видео, потому что у меня не было возможности, я был очень занят. Но сейчас качество моих видео выйдет на новый уровень, у меня новая камера, у меня новый микрофон прямо здесь. И поэтому я буду стараться снимать видео чаще. В Нью-Йорк я летал в октябре на 5 дней, и я выбрал специальные даты, чтобы это был мой день рождения, потому что Нью-Йорк всегда был моей мечтой, наверное. Нет, не наверное, точно. Нью-Йорк всегда был моей мечтой, и поэтому я выбрал специально даты, чтобы это попадало на мой день рождения. Но сначала я расскажу про примерные цены на самолеты, примерные цены на отели и так далее и тому подобное. Билет на самолет нам вышли примерно в районе $350 в обе стороны и с выбором места. И еще примерно где-то по $30 я доплатил за то, чтобы у меня был с собой багаж, потому что я всегда, когда путешествую, мне нужно кучу вообще вещей, которыми я, естественно, пользоваться не буду. Номер в отеле нам обошелся примерно в $800 на 5 дней, но при этом мы доплатили $250, и у нас были включены завтраки. В принципе, ценник в Нью-Йорке не такой большой, как оказывалось. Я живу в Лос-Анджелесе, если вдруг кто не знал, и в Лос-Анджелесе очень большой налог, очень большая такса на продукты, большая такса в ресторанах, и когда я приехал в Нью-Йорк, для меня было вообще большим открытием, что в Нью-Йорке такса намного меньше, и на самом деле это очень сильно ощущается. Когда у тебя такса 20% на рестораны, продукты и так далее, ну не на все. И когда у тебя такса 4%, это на самом деле достаточно сильно ощущается. Я за 5 дней потратил, может быть, $2000, $2500, но при этом в субботу, именно на мой день рождения, 27 октября, мы пошли в ресторан с 2 звездами Мишлена, и у нас получилось на человека по $350. Но эта поездка была специально сделана под мой день рождения, и поэтому я решил, что я хочу праздновать день рождения в ресторане с 2 звездами Мишлена. On their flashing lights and sirens, so the Keep right onto I-70 East. Первое, что мы сделали, как только прилетели в Нью-Йорк, мы, естественно, легли спать, потому что было очень рано, и нужно было поспать несколько часов. И сразу после того, как мы поспали, отдохнули в отеле, занялись своими делами, мы сразу же поехали на Таймс-сквер. Таймс-сквер, конечно, был потрясающий, настолько большой. И вообще, сама мысль о том, что огромная улица с огромными баннерами стала почти главной достопримечательностью Нью-Йорка, взрывает мозг. Но на самом деле Таймс-сквер был потрясающий. Мы прогуляли там, наверное, несколько часов и обязательно зашли в Starbucks. И сразу же после Таймс-сквера мы поехали в Централ Парк.
Как только ты входишь в Централ Парк, ты сразу же видишь все эти картины из фильмов и так далее. И когда мы заходили в Централ Парк, я был настолько восхищен, что у меня даже потекла слеза в какой-то момент. Но это только потому, что он очень красивый. На самом деле, ты знаешь, весь Централ Парк, почти каждый его угол был в каком-то фильме. Ты прям заходишь такой, ага, здесь снимали этот фильм, здесь снимали этот фильм, здесь снимали этот фильм. После Централ Парка мы зашли в ресторан, покушали, и на самом деле мы поехали домой, потому что мы были очень уставшие. Во второй день, это было 28 октября, это был мой день рождения. Планов было куча, потому что нам нужно было купить одежду, потому что в ресторане был строгий дресс-код. Нам нужно было погулять, собственно, по Нью-Йорку, ради чего мы и приехали. И с утра ребята, с которыми я поехал, разбудили меня с цветами и с подарком. Мне, конечно, было очень приятно. И сразу после этого мы поехали в Таймс-сквер, потому что 4 часа у меня был зарезервирован рекламный баннер, на котором игралось мое видео, которое у меня было специально снято для этого. И я специально сделал себе баннер, чтобы поставить камеру и снять мою реакцию на то, как мое видео показывают на Таймс-сквер. После этого мы поехали на Empire State Building. We're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Это было, конечно, потрясающе. Уже, к сожалению, было темно, не получилось сделать достаточно фотографий и видео, но Empire State Building был, и он был, конечно, потрясающий. И самый смешной факт, когда мы поднимались на Empire State Building, я посмотрел на это здание вот так снизу, и я был уверен, что Empire State Building — это другое здание. Я вам покажу фотографию. Вот я думал, что вот это вот здание, что это Empire State Building. Потому что я всегда видел его в фильмах и так далее. Но оказалось нет, но это был Empire State Building, это было потрясающе, очень высоко, очень было много историй о том, как это строилось. В лифте была проекция на потолке, о том, как будто мы поднимаемся через строящееся здание, вылетаем из крыши. И после Empire State Building, на самом деле, у нас уже не осталось времени, мы быстро поехали в магазин покупать вещи. Мы купили вещи и пошли в потрясающий ресторан Джон Джордж. И после Джон Джорджа мы сели в такси и уехали домой, потому что мы опять же были очень уставшие, потому что мы оббегали весь Нью-Йорк почти пешком, у меня был гол, чтобы мы очень много ходили пешком, потому что мне хотелось посмотреть весь город именно не из окна машины, именно вот когда я гулял пешком. На следующий день мы решили исследовать метро Нью-Йорка, потому что, на самом деле, я слышал очень много фактов о том, что метро очень грязное, очень много крыс, бомжи и так далее. И знаете, что я вам скажу? На самом деле, метро Нью-Йорка намного чище, чем метро в Лос-Анджелесе. Поезда чистые, кричащих бомжей я не встретил. В итоге за все путешествие в Нью-Йорк я встретил только одну крысу, чисто случайно. На самом деле, город, я бы не сказал, что он чистый, но он не то чтобы грязный. И на следующий день мы проснулись и поехали в Бруклин на метро. Так случайно получилось, что поход в центральный вокзал был запланирован на другой день. В метро нам пришлось выйти, чтобы пересесть на другую ветку, и мы оказались на центральном вокзале.
И получается, что мы приехали на часть Манхэттена, которая соединена Бруклинским мостом с самим Бруклином. Стало очень холодно и был дождь. И нам пришлось пойти в магазин, чтобы докупать дополнительные куртки, шарфы, шапки, перчатки, потому что на самом деле это было очень холодно. После того, как ты приезжаешь из Лос-Анджелеса, в котором 28 градусов, и ты приезжаешь в Нью-Йорк, и там дождь и 14 градусов, на самом деле было очень холодно. И после этого мы пошли на потрясающий Бруклинский мост, с которого открывался потрясающий вид на весь Нью-Йорк. После этого мы прогулялись по Бруклину, зашли покушать в какой-то индийский ресторан, потому что начался очень сильный дождь, и нам нужно было срочно куда-то сесть. На самом деле Бруклин для меня выглядит просто как картинка из фильма. Весь Нью-Йорк со всеми его частями выглядит как картинка из фильма. Вот, после этого мы доехали до отеля, легли спать, и на следующий день у нас была очень важная задача попасть на Статую Свободы. Но, к сожалению, получилось так, что на Статую Свободы мы не попали, потому что рабочие часы у нее примерно до 3 или до 2 часов дня, а мы в это время вышли только из дома, потому что все утро был огромный туман, и мы решили, что мы возьмем себе больше времени и немножечко поспим. И в тот момент, когда мы доехали до того места, откуда должна уезжать лодка до самой Статуи Свободы, мы приехали и поняли, что уже все закрыто. Но на самом деле даже там был потрясающий вид на весь Нью-Йорк, там был парк, и в конце этого парка издалека было видно жопку Статуи Свободы, поэтому и можно считать, что Статую Свободы мы увидели. И мы приехали домой, потому что нужно было собраться, немножечко поспать, потому что уже в 5 часов утра нам нужно было выезжать из отеля. В 5 часов утра нам нужно было просыпаться, потому что в 7 у нас был выезд из отеля, и в 9 утра у нас уже был самолет. В общем, Нью-Йорк оставил только потрясающие, очень теплые эмоции. И я обязательно хочу вернуться уже в рождественский Нью-Йорк, потому что для меня рождественский Нью-Йорк — это просто фильм. Первое, там идет снег. У нас в Лос-Анджелесе не идет снег. Второе, елка на Рокфеллер-центре. Это просто мечта. Вот так вот прошла наша поездка в Нью-Йорк. Я надеюсь, что вам очень понравилось это видео. Заранее прошу прощения за какие-то несостыковки в видео, может быть, где-то что-то ребит, где-то что-то, потому что это новая камера, я только учусь с ней работать, и на самом деле все видео, которые вы видите сейчас у меня в Инстаграме, или все видео, которые вы будете видеть у меня на Ютубе, они покрашены, смонтированы, настроены, все звук, все настроено мной, поэтому буду рад вашей поддержке. Ну вот и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пожалуйста. Напишите в комментариях, что бы вы еще хотели узнать про Нью-Йорк. Может быть, что-то вы хотели еще узнать про мою жизнь в Лос-Анджелесе и так далее. Напишите в комментах, если вам нравится, как я крашу видео. Напишите в комментах, если вам не нравится, как я крашу свое видео. Ссылка на мой Инстаграм и ТикТок будет под видео. В Инстаграм я всегда выкладываю самые новые видео, самые новые рилс. Там уже есть несколько видео с Нью-Йорка. Там уже есть 3 видео с Нью-Йорка, поэтому можете переходить по ссылке в описании и смотреть видео в моем Инстаграме. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Всем пока.